Овны, здравствуйте! Давайте посмотрим сегодня ваш прогноз на июль месяц. Итак, сфера личной жизни. Девятка мечей. Личная жизнь в июле месяце будет крайне драматичной, очень активной, я бы сказала, адреналиновой. На этом фоне семерка чаш. То есть это про то, что для тех, кто сейчас находится в поиске, овны, июль будет для вас прям очень активный. Но будьте внимательны, потому что девятка мечей частенько выпадает, когда партнеры либо какие-то со скелетами в шкафу, либо человек не договаривает что-то, либо человек может быть занят. Поэтому будьте внимательны, несмотря на то, что вам этот человек может очень сильно понравиться и очень сильно быть для вас вот прям идеал, либо визуально, либо вот интеллектуально, либо вот по всем составляющим. Также на личную жизнь выпадает Верховная Жрица. Это говорит о том, что если вы сейчас состоите в любовных треугольниках, то будьте готовы к тому, что июль месяц заставит вас выбрать, на каком стуле вы сидите. Либо ваш занятый партнер наконец-то определится, на каком стуле ему либо ей сидеть. Поэтому июль месяц может, с одной стороны, вам очень сильно помотать нервы, может очень сильно вам, знаете, как закрутить адреналин, вы можете себя почувствовать на американских горках. Но, с другой стороны, это будет полное освобождение, потому что вы наконец-то перестанете находиться в неведении, вы перестанете сидеть на двух стульях, и вы четко уже поймете, в каких отношениях вы, или вы из них выходите, или с кем конкретно вы остаетесь. Или же, если вы сейчас ищете партнера, то этот человек появится в июле, но будьте внимательны к тому, чтобы этот человек не оказался занят, либо не оказался обманщиком, либо обманщицей. Потому что такие карты, как правило, выпадают, когда человек чего-то не договаривает. Дальше, что выпадает на работу? Двойка чаш. Если у вас сейчас, например, профессиональное выгорание, это может быть ваш отпуск за свой счет, либо это может быть запланированный отпуск. То есть вы наконец-то перезагрузите свой мозг, вы наконец-то выдохнете и отдохнете от тех нагрузок, которые есть на вашей работе. Если у вас в коллективе есть какие-то напряженные отношения с руководством, либо с вашими коллегами, то июль месяц как-то это все сбалансирует. То есть произойдет какая-то ситуация, когда либо кто-то уволится с работы, тот, с которым вы сейчас на ножах, либо этот человек по какой-то причине поменяет к вам отношения. Может просто как уйти в равнодушие и наконец-то перестанет вас трогать. То есть вы как бы выдохнете в этой ситуации. Дальше. Тройка жезлов. Тройка жезлов говорит о том, что июль месяц с точки зрения финансов может принести, пусть небольшую, но это может быть какая-то прибавка. Это может быть либо какой-то бонус, либо если вы рассматриваете вариант какой-то дополнительной работы, июль может дать вам такую возможность. Особенно если вы работаете на себя, то тройка жезлов может вам как раз принести долгожданные новые возможности, когда вы получаете возможность заработать больше. Если же вы работаете на кого-то, то тройка жезлов может принести какое-то, сейчас мы спросим, так, девятка жезлов. Это может быть что-то такое, знаете, мимо кассы. Это может быть какое-то дополнительное предложение со стороны, то, что вот пройдет мимо вашей зарплаты. Ну, то есть это как дополнительная какая-то работа с учетом того, что вы уже работаете на кого-то и получаете зарплату. Так, и давайте спросим совет июль. Для овнов аркан отшельник. Ну, видимо, овны очень устали. Раз выпал такой совет, отшельник это о том, что удели себе больше времени, больше думай о своих каких-то целях, желаниях, о своих личных границах, перестань париться на тему других людей. Значит, вы слишком, овны, циклитесь на проблемах своих родственников, своих близких, своих друзей. То есть вам совет
переключиться на свою собственную жизнь, особенно если вы страдаете комплексом спасателя. В июле никого спасать не надо. Спасите себя сами. Однозначно вы сами нуждаетесь в себе, поэтому все внимание, весь фокус внимания на своей собственной жизни. Подписывайтесь на мой канал, кто у меня впервые в гостях, ставьте лайки, пишите, что у вас срезонировало, и до новых встреч!